Не снимай, не выкладывай. 10 июня, девчонки и мальчишки. День рождения моей бывшей и день смерти болта. Вытащил из-под ног у пассажира вот такую хрень. Вот это все повытащил, потому что хочется посмотреть, та дыра снизу, помнишь, я тебе ее показывал? Она до каких типа пределов. Мы с батей спорили, он говорил, что она в салон, я ему говорил, что нет. Пойдем посмотрим. Это пускай будет, оно немножко влажное, потому что текло в салон из-под стекла, как ты помнишь. В принципе, вполне себе неплохо выглядит все. Это вот я оторвал, вернее, как оторвал? Взял, оно тут лежало. Вот так вот выглядит пол. Вполне себе достойно. Но ржавчина есть, но дыр нет. Вот, даже пробка есть. Под ней... Ну, как ты видишь, дырки нет. Дырка, она где-то вот здесь. В смысле, внизу. Здесь ее и тоже нет, как видишь. Так что она не в салон. Вот это все мокрое. Вот так вот сейчас задеру. Ну, японский, как это назвать, шума, антишум. Вот так сейчас задеру, и оно пускай будет так ездить. Тут тоже все влажное, короче, потому что вода текла мимо коврика. Вода. То есть это надо все это зачищать, скорее всего, и красить. Потому что в следующем году тут будет дыра. Жопой. Вот так вот. Будни кубовода. Ну, 20 лет машине. Нормально, мне кажется, для 20-летнего. По крайней мере, в моем, у моего куба такого же года уже была дыра на месте водительских ног. Просто дыра от сидения до педалей, короче. Самое главное, чтобы дождика не было, чтобы можно было возюкаться спокойно с машинкой. Тормозная педаль почему-то стала проваливаться. Вообще, вот если едешь, нажимаешь на тормоз, и все, она туда, видишь? Второй раз качаю. Вот она где. То есть она обычно чуть давишь на нее, она здесь подпирается уже, и все. А тут она потихоньку уходит и уходит, короче. Я не пойму, в чем проблема. То есть я бы не сказал, что у меня этот суппорт течет, который, помнишь, когда я колодки меняла, я заметил, что он тек. Он вроде бы на нем уже год отъездил практически. Надо посмотреть повнимательней. Вон, посмотри, где педаль. Вообще в полу. Просто в пол улетела. Я вот когда к Мишке на сервис приезжал, он сказал, что у Ниссанов типа это такая фишка. Ну, с педалью. Я говорю, не-не-не, это вот 4-й куб. И только на нем такая хрень. 11 июня, девчонки и мальчишки. Всем привет. Вот приперлись на базу. Вот думаю, куда микрофон положить. Хочу пониже, чтобы тома звучали поглубже.
Мне второй день подряд названивает мой банк, которому я должен 1 600 000. Первый раз, значит, я не взял трубку, второй раз. Я, значит, поставил телефон, снимаю, играю. Играл минут 20. Как оказалось, в самом начале они мне позвонили, запись сбросилась. То есть я 20 минут молотил. Просто думал, что я пишу что-то. Вот, сейчас пришлось еще раз что-нибудь поиграть, потому что, надо же что-то, контент какой-то пилить. Короче, я не понимаю, что им надо. Я не понимаю, что им надо от меня. Я не успеваю брать трубку, короче. Надеюсь, позвонят, и я возьму такие. 12 июня, девчонки, мальчишки. В общем, ковер высох. Но вот здесь стояла вода. Прям сырость стояла. Вот она. Только что высохла, видишь? Даже не высохла еще. Я не понял, откуда это. Решил отодрать эту непонятную вот эту жижу, короче. Потому что под ней толку в ней никакого нет. Она почти, видишь, не приклеена. Это типа вибра. Вот видим, что вот здесь вот какая-то крышка есть. И из-под нее, видишь, вот такая вот ржавчина херачит. Я не знаю, что это за крышка. Откроем, посмотрим, куда она идет. А вот куда. Интересно, да? Крышка на улицу. Прикол. Вот откуда вода течет. Вон, видишь? Вот дырка наружу, которую я тебе показывал с той стороны, помнишь? Вот ее нам надо заварить. И вот сюда хлещет вода, короче. Наливается сюда спокойненько себе так. Это вот эту хрень надо устранить. Возьму с собой, значит, шуруповерт. Насадки всякие чистящие. Тут все зачищу. Ну это капец, конечно, вот так вот. Прикинь. Солнышко херачит. С Майфестом непонятно, короче. Всю жизнь играли. Смотри, забыл отмыть вот эту вот хрень. Прикол, да? Все отмыл, а вот этот кусок не отмыл почему-то. Не понимаю, почему. Короче, всю жизнь играли в субботу. В общем, я на субботу и настраиваюсь. Сейчас пятница. Сейчас пятница, чтобы ты понимал. Окошки приоткрою, чуть пускай проветривается. В общем, планирую так, что в пятницу переночевываю в саду. И в субботу сижу на стреме. Как мне позвонят, что там ехать буквально полчаса. Что типа выступление через час примерно. Заряжаюсь, короче, и валю туда. Сегодня, значит, в беседе Катя спрашивает. Че, во сколько? Играем, то есть все. Хотя прекрасно знает, что там ничего нету. Организации по выходу групп нету. Она это прекрасно знает. И спрашивает, что во сколько мы? У кого ты спрашиваешь-то? Здесь нет организаторов по выходу на сцену. Ну реально. Я ей говорю, типа, она говорит, я хочу в пятницу отыграть и уехать. Я ей говорю, так в пятницу уже никто не играет. Обычно же сцену строят с утра в субботу. Не, я, говорит, с Виталией говорила. Вот 2 человека из скольких? Из 100 с лишним знают, что в пятницу будет сцена. Представляешь? Организация охеренная какая. А у меня уже план на пятницу. Я не собираюсь туда ехать вообще. То есть там еще дождь нарисован. То есть все 3 дня там нарисован дождь. Да, я могу предположить, что его там не будет. Но мне это ни о чем не говорит. Что я там что-то не эпическое какое-то событие пропустил. Нихуя не пропустил.
Просто не хочу я туда ехать, и все. Если сейчас окажется, что надо будет в пятницу ехать, я вообще туда не поеду. Просто мне интересней этот теплый денек провести в саду со своими родными, поковырять куба и так далее. Сейчас порвем всех, короче, на этом фестивале. Фестиваль точно. Точно фестиваль. Ой. Let's go! Победа! Победа! Ой. Так, отзанимался я с Иришкой. Поворачиваю голову и чуть не ошалел от этого мужика, короче. Покупка, продажа, ремонт холодильников. Вот Димка в Москве работает вот на этой теме. А тут, видишь, чувачки, вот у них прицеп вот такой. Они собирают холодильники, привозят их сюда, чинят и продают. Не снимай, не выкладывай. Это, конечно, очень весело вот так ехать и смотреть на асфальт. А где вы такое еще увидите? Сидите в машине, а под ногами дыра. Это для Куба это норма вообще. А слушай, как шумит дыра. Офигеть. Ты слышишь это? Я слышу, как шумит колесо. Была машина чистая, блин. Сейчас будет грязно. Я там лужи объезжал. Думал, что на чистой машине приеду. Тут всю ночь лило. А Виталя с места фестиваля пишет, что у них там сухо. Верится с трудом, конечно. Батя, музыка орет. Не могу снимать, потому что авторские права. Делал такое. Покрасил, короче, внутреннюю часть щитка вот этой штуки, внутрянку. Теперь тут все зачистил, покрасил. Сейчас герметосом намажу вот эту так туда. И пускай сохнет. Вот такой тихий ужас. Залепил как смог. Дождик пошел. С Майфеста такие, короче, новостя. Там идет дождь стеной вообще. Хорошо, что не поехал. Так. Хотел номер перевесить. Что-то криво повесил. Только отвертки взял, и дождь пошел. Окна закрыл в машине, там у меня герметик сохнет все еще. Как тебе такое? Все в воде. Вот это все было в воде. Снял вот эту штуку.
Тут все в воде. Вот это все в воде. Ничего хорошего, короче. Получается, с тех пор, как я стекло заклеил, шел дождь, а я думал, что у меня в машине все нормально. Но все это время вода текла именно под сиденье. Самое хреновое, что мне нужно снимать потолок. Скорее всего. Для переклейки стекла. Вот здесь все было в воде. Вот так оно туда, туда, туда. Вот сюда, отсюда. Вот так вот. Тут все в воде было. И вот сюда вот так вот. Бряк, бряк, бряк. Покапало, короче. А я такой довольный. Думаю, потолок у меня сухой после дождя. Помнишь, да? Радости полные штаны. На свою голову нашел я, откуда вода поступает на борт. Дождик мне помог, видишь, что? Если бы не дождик. Я тут разобрал, там все, видишь, там все понаклеил, заклеил. Сижу, жду, когда засохнет. Дождь прошел, выхожу, думаю, сейчас как соберу, как поеду. Выхожу, а там лужа на полу. Все, начал искать, откуда вода. И увидел, что вода везде. На стойке. Вот тут все в воде, короче. Прям с угла хреначит. Заливается прям, будь здоров. Сейчас, короче, намазюкал там герметика этого вверху. Ну, это все херня. Помнишь, в прошлый раз когда у меня потекло, я намазюкал герметика, у меня еще сильнее потекло. Поэтому я даже не надеюсь. Это все такое себе, мертвому припарка. Надо срезать стекло и по новой его переклеивать. Теперь только в понедельник, если что. Потому что калек в субботу-воскресенье не работает. Посмотрим. Если не потечет, то и хрен с ним, пускай остается так. Или лучше все равно кальку позвонить и сказать, что так и так. Протечка есть, что надо переделать. Мне не понравилось в прошлый раз, как они обработали угол. Ну, тот угол, когда они, значит, срезали стекло. Тут было пару ржавчин, я тебе показывал. Здесь и здесь. Они это все заделали таким наждачным диском, который вот так вот ширкали руками. То есть, ну, это ни о чем вообще. Практически ничего не сделали. Вот. И, скорее всего, по этой ржавчине клей и просто не прилип. Вот. Несмотря на грунт даже. Вот такие дела. Поэтому с этой ржавчиной нужно что-то делать. Так и залепил, чтобы она скатывалась тут. Вот так сюда, видишь? Здесь вот нету никаких швов. Тут все сплошняком. Просто такая конструкция дебильная. И вот там, видишь? Типа оно вот оттуда вот так вот стекает и под резинку. Сейчас вот увидим. Я все заклеил. Ну, как смог. Проверяем. Сейчас вот увидишь. Вон, допустим, посмотрим. Да, видишь, сейчас стекает сюда. Ну, это здорово. Видишь, стекает. А стекала раньше под резинку. И под резинкой вот так утекала куда-то туда. Ужасно, да, выглядит со стороны. Ну, сейчас пойдем внутрь смотреть. Побольше налью. Все. Пойдем смотреть сейчас. Собаку подвинем чуток. Так вот. О! Видишь, что? Вообще барабир. Понимаешь? Ничего это не помогает. Эта херня не поможет. Или откуда она капнула? Отсюда? А, отсюда капнула. Ладно. Сейчас подождем, подожди. Она должна сейчас потечь. Ну, если я удачно все заклеил, тогда можно будет немножко погодя еще сверху мазануть, чтобы уж наверняка. Да, это отсюда капнуло. Вот так вот оно прям чулком и вот сюда вот натекало. А я-то думаю, что у меня тут все в воде.
на эту заглушку, короче, которую я заклеил, прикинь. На нее, короче, подумал. Вот. Ну, с полом тут все херово. Это как на Кубе. Все нормально, все в ржавчине. Все ржавое. Вот так вот. Ну, здесь жестковатый еще пол. Я уже пробовала отверткой постучать. Вот здесь возле пробки, вот на прошлом кубе у меня вот здесь вот такая дыра была. Я все это залепляла полиэфиркой. Ну, пока не течет, смотри. Можно сказать, победа. Вроде того. Господи. Ну, это значит, я просто 5 косарей отдал зря. Понимаешь? Вот, видишь, потолок мокрый весь. Сейчас он уже высох. За 5 косарей мне переклеили стекло, которое течет. Удалось хотя бы мне ликвидировать течку. Видишь, оно мимо стало течь. Это здорово. Не выкладывай. 13 июня, девчонки и мальчишки. И вот у меня тут труп, короче, обнаружен. Такие дела. Не знаю, что стало причиной. Вот. Ну, я вчера заходила на кухню, она пробегала. Вот так вот. Я полазил, смотрю, нигде нету, думаю. Ну, значит, убежала куда-то. Я не знаю, откуда она такая вылезла. Ну вот, видишь, это мышонок. Видимо, потерял мамку. Может быть, сдох с голоду, а может, съел что-то. Траванулся чем-то. Вот, к сожалению, умерла мышка. Вчера еще бегала, а сегодня уже нет. Печально. 13 июня, смотрим. Ночью шел дождик. Тут все рыжее. Это я потому что чистил тут ржавчину, вот, чтобы намазать. И песок летел сюда как бы. А так тут все примерно в таком состоянии. Это для Куба норма вообще. Но воды я здесь не вижу, это уже хорошо. Вот. Вообще, по идее, да, эту машину надо уже загонять в жестянку, все это вырезать, вот все слабые места заменять. Но это сколько денег, блядь. У меня в планах нет такого грандиозного ремонта. У меня в планах есть доездить, сколько возможно на этом автомобиле, поменять его, взять что-то посвежее. Хотя это невозможно, в принципе. Ну, в принципе, невозможно. То есть, даже если взять, допустим, 2008 год, да, это самый последний год выпуска этих кубов, то это уже все равно сколько лет машине. У меня за всю жизнь было 2 машины, на которых я не воевал с ржавчиной. Это АК, она была новая у меня. Я проездил на ней что-то года 2, что ли. Вот. И Toyota Corolla 2000 года. Взял я ее в 2008 году. Вот. В 2014 году продал. Вот. Абсолютно машина не ржавеет. Абсолютно. Вообще. Представляешь? То есть машина, года идут, а ржавчина не появляется. Заправились. Я помню, как я ту заправку, где я все время заправляюсь, это станичная, она чуть сзади. Объезжал ее и приезжал сюда, когда там было по 58. Сейчас там 63, а здесь 58. Я еду сюда.
Последние 500 рублей. Хотела разменять, а его, походу, тут нету. Ну, этого хозяина мойки. Думаю, сейчас разменяю, хотя бы колеса отмыть от грязи. А его нету здесь, блин. Сейчас вот на косарь заправился. Хотел на 100 рублей колеса помыть. Не получается. Так. Ну, думаю, можно собирать. Все засохло насмерть. Сюда хрен что с улицы попадет. Если только стекло перестанет течь. И вот отсюда перестанет капать. Ну, раз тут сухо с утра, значит порядок. Можно собирать. В понедельник, получается, я поеду в сервис. Мы решим, что делать со стеклом. Вот. И потом, если оно будет переклеиваться, как я буду смотреть, течет или нет. То есть порой на стойке вообще ничего нет. То есть оно внутри где-то течет, понимаешь? Вот по внутренней стороне стойки и выкапывает, уже вытекает здесь. Короче, не знаю, что делать, собирать, не собирать. Вот такая вот житуха, короче, постоянно на полусогнутых где-то, что-то на недоделанных. Бесит, конечно, эта ситуация вообще. Жестко бесит. Ну, так, вот так и вчера тут намазюкал. Это просто молдинг, который сверху стекла не наклеивается, а просто втыкается туда. Из-за него затекает вода. И тут, видимо, где-то в клее, клей где-то не проявил должную, как говорится, адгезию с рамкой стекла. И пропускает воду, падла. Скоро придут новые повороточки. Поставим. Выкинем это недоразумение. А прямо сейчас я хочу сказать спасибо всем тем немногим людям, которые продолжают, несмотря ни на что, смотреть мой блог. Ни о чем, без смысла, просто про мою жизнь. Как какой-то, наверное, сериал, что ли. Я понимаю, что иногда надоедает смотреть одно и то же. Экшен у меня происходит редко в ложиках. Но все равно вам спасибо всем, что смотрите, что продолжаете смотреть. Спасибо. Не снимай, не выкладывай. Не выкладывай! 14 июня, девчонки и мальчишки. Вот они, видишь, гуляшки какие. Гуляшечки. Куда-то ломится все время, да? И на готовую еду надо. Пожрать надо скорее, скорее пожрать. Видишь, она уже навострилась куда? Ну, все. Вот только отпусти, она ломанется сейчас. Она пописала? Это да. Ну все. Видишь, как щеманулась. Скорей.
Да-да. Там же готовая еда, тарелки вот эти все. Пожрать которые надо срочно. Ломится. Так, на помойку. Мостик. Так вот куб выглядит утренний. Интересно, шел дождь или нет? Надо еще вот с этого угла разобрать. Посмотреть, может с него тоже течет вовсю. Потому что уже ничему нет веры. Абсолютно. Я тут не собирал еще. Сейчас тут вода стоит, если что. Нет, сухо. Знаешь, когда сухо, и как бы ржавчина дальше не растет, потому что ей питаться нечем. По бырику снял. Так, что-то посмотреть. Да, нет, как говорится. Я не чувствую сырости, в принципе. Там так прям воняло сыростью. Здесь нету. Пока что. Тут надо разбирать, конечно. Кое-как впихнул, короче. Так. Надо же было такое придумать, а? Это я тут пытался шип прирастить обратно. Все. На месте. Эту штуку постирал. Она тут сидит на заклепках вообще-то. Но у меня она просто вот так втыкается и все.
Где он? Ой, сейчас упаду, блин. Яблочко, видишь? Хи-хи. Сеструха, ты что там делаешь, а, систер? Пасешься? Пасешься? Да. Ничего себе. Так, тут все сухо. Ой, вышел из баньки, короче. Вчера баня, сегодня баня. Хорошо живем. Короче, по тормозам какая шляпа. Педаль провалилась в пол. Мы начали прокачивать все колеса. В заднем левом полилась какая-то жижа. Просто нефть какая-то просто. В общем, докачали до светлого. Потом такой прикол. Смотрю, в бачке уровень. Хотя мы, считай, прокачали 4 колеса. Должен был упасть. Ничего не понимаю. Начинаю доливать, оно льется и льется. И тут понимаю, что это стенки бачка просто чумазые. Понимаешь? То есть эту жидкость никто никогда не менял. Вообще никто никогда. Я думаю, поскольку жижа это имеет свойство накапливать воду в себе. Вот. И 20 лет, представляешь, в машине 20 лет жижи. Как сказать? Жидкости. Надо в ближайшее время как-то сподобиться, короче, поменять тормозуху полностью. Жопой. 14 июня, девчонки и мальчишки. Пришли фонарики, пошел забирать. Я думаю, собака посидит дома 5 минут, ничего с ней не случится. Смотрю, просто этот чувак на машине прям впритык ко мне подъехал. А у меня сзади камень. Вообще по барабану просто. Криво-косо тачку поставил. Сейчас покажу тебе. Коробочка, блин. Нифига. Такая интересная коробочка. То есть я буду выезжать, я ему... Ну, даже не переживать за то, что я ему могу шоркнуть, например. Прикинь. 2 коробочки. У меня там хоть съемка-то идет. Идет твоя съемка никуда. Так. Опа. Супер ножик у меня. Сейчас самое интересное будет. Это они вообще или не они? Блин, ну смотри, блин, вообще слишком много это. Не понял. Здесь 2 штуки. Я думал, в комплекте идет 1 штука. Заказал. Теперь у меня 4 поворотки. Офигеть. Класс. У меня никогда столько не было повороток. Вау. На, блин. На. Блин. Пойдем поставим. Эх. Такое вот чудовище тут стояло. Один в один. Такая вот, короче, проблема. Видишь, она не фиксируется. Не понимаю, в чем прикол. Вроде бы все одинаково. Смотри, тут есть зуб. А, тут даже наоборот, видал? Тут получается вверх-вниз, а тут вправо-влево. Короче, не фиксируется лампочка в этой штучке. Не знаю почему. Я, значит, на цоколь лампочки намотал изоленты.
чтобы люфта не было. И она тогда у меня зафиксировалась. То есть вот этой толщины вот этого буртика не хватает чуть-чуть. Сейчас тебе покажу, как я сделал. Да, я, конечно, дебил. 2 пачки заказал. Просто. Ведро в батон. Тут что-то с фарой, да, со стеклом беда какая-то. Ну все, пышечка. Мне телефон без чехла юзать вообще просто запрещено законом. Настя, тебя люблю. Я уже